Хей, минедейма хея! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Дистилеша, и это второй выпуск из серии Single Malt шагает по планете. Для тех, кто не знает и не слышал, есть первый выпуск, это выпуск про Кавалан. И эти выпуски Single Malt шагает по планете я посвятил винокурням, которые появляются в новых странах во всем мире. Если вы заметили какой-то интересный виски из какой-то страны, но не Шотландии и не Ирландии, напишите, пожалуйста, в комментариях о нем. И может быть этот виски попадет в мой обзор Single Malt шагает по планете. Этот выпуск посвящен винокурне Стаунинг. Пам-бам! И как обычно, конечно же, мы будем дегустировать. Пам-бам! Сначала я думал, что этот ролик покажется легкой прогулкой, однако нет. Материал действительно оказался довольно сложный, его оказалось довольно много. А еще в процессе работы над выпусками о винокурнях из разных стран я понял, что в каждой стране каждая винокурня уникальна по-своему. И нет такой винокурни, которая бы развивалась по классическому шотландскому сценарию. Давайте сразу же нальем. С нами виски Стаунинг. Дэниш виски Стаунинг Рёй. Рёй в переводе с датского означает дым. Вот здесь такая вот какая-то вот ободок вокруг коробки. Коробка напоминает коробку из-под обуви, такая черная, с красной такой вот внутренностью. Бутылка очень темная, почти непрозрачная. Немного есть прозрачность такого бутылочно-зеленого цвета. Кстати, я тут специально ботинок взял. Примерить, а не подойдет ли? Нет, эта коробка, скорее всего, для туфельки Золушки. Вот такая бутылочка, давайте сразу нальем. Интересный такой золотистый цвет, довольно насыщенный. Ароматика сразу же разлетается по помещению. Это виски дымный, хочу вам сразу сказать. То есть получен из солода, который предварительно окуривался торфом. Дегустировать я буду с двумя бокалами. Это вискариум, он же Blenders Whisky Glass. Здесь я просто промачиваю, прокатываю виски, выливаю обратно в Гленкерн. И в этом бокале я люблю слушать ароматику именно вот в таком вот смоченном виске. Итак, расскажу о винокурне. Винокурня Стаунинг открылась 1 января 2006 года 9 виски-энтузиастами, по большому счету не из индустрии. Два из них, один вообще повар, один водитель вертолета. Это интересная, красивая винокурня с большими остроугольными крышами, черными обожженными досками, стекло и металл, классическая датская современная архитектура. Винокурня находится на полуострове Ютландия, так скажем, максимально удаленное расстояние от столицы Копенгаген. Ближайший город большой — это Скьорн, а сама винокурня находится неподалеку от деревушки Стаунинг, у которой и позаимствовала свое название и перенесла на свои этикетки. В деревне случайно гуглил и обнаружил кабак Флеминг Клайс Йонсен и просто случайно зашел туда в бар и обнаружил, что в баре Стаунинг тоже имеется. Винокурня стоит на берегу Северного моря, и где-то там за морем виднеется уже Шотландия. В 2015 году винокурня продалась Diageo за 15 миллионов евро и за 40% своих акций. Основное направление винокурни Стаунинг — это дистилляция соложеной ржи и эксперименты с ней, и, конечно же, односолодовые виски. Имеется собственная солодильня, более того, довольно интересный процесс замачивания, который совмещен с солодильней. На полу находится такая гигантская штука, которая может поднимать солод, да, перемешивать, который просушивается. И также она может подавать воду через дырочки. То есть эта штука работает как на замачивание, так и дальнейшее соложение ячменя. Ферментация ведется целых 4 дня, это довольно много. Дистилляция двойная, ведется на классических арабских аламбиках, которые винокурня закупила в Испании, а также дистилляция производится при помощи прямого нагрева, не парового, а прямого. И в Шотландии, например, паровой нагрев используется уже почти повсеместно.
буквально 3 винокурни используют прямой нагрев. Прямым нагревом и арабскими аламбиками винокурня решила сделать ставку на свою уникальность. Разогретый до 650 градусов аламбик на винокурне Стаунинг прижаривает твердые частицы дистиллирующегося пива, и происходит реакция, так называемая реакция Майера. Это процессы, которые описал Майер, задаваясь вопросом, почему же жареное имеет другой вкус, чем вареное. А в процессе прижаривания происходит специфичная реакция образования новых соединений при реакции между сахарами и аминокислотами. Короче, парни, винокуры, стаунгеры, как они сами себя называют, считают, что прижаренная брага, а именно клетки отмерших дрожжей, шелуха, сахара, декстрины и белки придают их виски дополнительные тона шоколада, орехов и карамели. 24 небольших аламбика участвуют в дистилляции. Навскидку это 500-700 литровые аламбики. 16 из них это Wash Still, который дистиллирует брагу. 8 это Spirit Still, который дистиллирует, так скажем, low wines, то есть спирт-сырец. Всего винокурня выпускает 800 тысяч литров нью-мейка в год. Это уже переоборудованная винокурня. И этот объем сопоставим с винокурнями Гленскоуша или Оубан из Шотландии. Винокуры гордятся тем, что используют местный солод, а также гордятся тем, что используют местный торф при просушке ячменя, а также используют местный вереск при просушке ячменя. Да-да, на винокурне Стаунинг ведется специфичная просушка, и часть партии ячменя просушивается на дыму горящего вереска. Винокурня козыряет своей теруарной историей на довольно классическом и неспецифичном, так скажем, сайте. Подозреваю, что успех винокурни произошел с подачи с легкой руки известного виски-эксперта Джима Мюррея, сегодня уже довольно скандального и одиозного, который однажды, попробовав этот виски, воскликнул на весь мир: «Что это, черт побери, любители виски убьют своих матерей за бутылку этого напитка! Возможно, это станет лучшим торфяным виски в мире!» Вот мы с вами сегодня попробуем торфяной. Основной сток бочек винокурни представлен бочками из-под бурбона и девственными бочками из американского белого дуба. Также ведутся эксперименты с бочками из-под мескаля, коньяка, кальвадоса и вермута. Виски разливаются вручную, ручная линия розлива. Приглашаются друзья, родственники, которые помогают разливать этот виски винокурам, начинающим винокурам, за словами, за разговорами, за сплетнями. Прекрасно. Ни один релиз пока на сегодняшний день не перевалил за 90 баллов на Whisky Base, однако, что приятно, первые 3 строчки занимают бочковые сингл-молты. Итак, Стаунинг Рейк разлит в 2018 году, дистиллирован в 2014 году. На некоторых сайтах пишут, что ему 7-8 лет или 5-6 лет, кто как пишет. Однако здесь и 4 не может набраться. Дистиллит 2014, ботлит октябрь 2018. Алкоголь 49,6 оборотов, 0,5 литров. На этикетке рассказывается о том, что засыпка солодовая состоит из отчасти солода, сушеного на торфе, отчасти солода, сушеного на вереске. Поэтому очень интересная бутылка мне досталась. Здесь Product of Denmark. Что здесь еще интересного? Состав: вода подготовленная, тра-ля-ля, не менее 3 лет. Изготовитель Stauning Whisky Distillery, импортер Prior Impex, Россия, Москва. Дата розлива 01.10.2018. Цвет довольно подозрительно яркий, тянет уже на 12 лет. Может быть, кстати говоря, поэтому винокуры сделали свои бутылки темными, чтобы не слишком выделяться своим ярким цветом на фоне своей молодости. Такая вот обратная история, да? Обычно же подкрашивают, чтобы выделиться, какие мы вкусные, несмотря на свою молодость. В этом релизе, это самый дымный релиз, который выпускает винокурня. Торфянистость солода перед тем, как его
затирать составляет 25 ppm. Всего было выпущено 850 таких бутылок. На старте продаж в Дании эта бутылка стоила 850 датских крон. Это в районе 11,5 тысяч рублей. А я купил эту бутылку по скидке в галерее Градусов, магазин галерея Градусов в Москве за 7640 рублей, что почему-то ниже, чем старт продаж. Видимо, галерея Градусов никак не могла продать Стаунинг и постоянно сбрасывала цену. Как ни странно, на бутылке вообще нет баркода. Ни там, ни сям, ни на коробке, нигде нет баркода. По данным из неподтвержденных источников, выдержка произведена в двух типах бочек, а затем произведен марьяж, якобы частично это бочки из-под бурбона, Maker's Mark, частично девственные бочки из того самого белого американского дуба, и якобы белый американский девственный дуб еще потом финишировался в неизвестном хересе. Этот виски получил награду World Whisky Awards 2019 как лучший датский односолодовый виски. Видимо, кстати говоря, в жесточайшей конкурентной борьбе. Кто-нибудь знает, кстати говоря, еще одну винокурню из Дании? А зря, между прочим, они есть, и их довольно много. Например, Копенгаген Дистиллери, Тролден, Айра, Мосгаард, и довольно много еще других винокурен есть на территории Дании. И, кстати говоря, Дания, можно сказать, это вторая Ирландия, просто мало кто об этом знает. Благо, ячменя в стране хватает. Дания производит довольно много ячменя. Сам производитель говорит об этом марьяже двух солодов, как о том, что от торфяного солода они взяли землистость и сочность, якобы сочность, у фенолов есть сочность, взяли вот эту землистость и сочность, а у вереска они взяли медовость, костровые и травяные тона и какую-то легкость. Сейчас будем проверять. Все вместе это действительно очень уникальный виски, который отражает теруар Дании и отражает такое вот своеобразное датское винокурение. Давайте дегустировать. Аромат или нос. Землистость. Чай пуэр. Может быть еще какой-то чай. Горелая трава. Лимончик. Конфетки цитрон такие, знаете, или лимонные еще есть. Торфянистость. Очень мощная и довольно неприятная спиртуозность. Зерновые тона. Ну вот подышавшей версии раскрываются бурбоновые тона. А вы знаете, еще есть моча. Я уж извиняюсь, но вот я чувствую мочевину, вот такой вот запах. Очень яркий, кстати. Ну и если виски... Вот в вискариуме, кстати, мочевина хорошо чувствуется. Еще дома, кстати говоря, я обратил внимание, что если бокальчик постоит, то раскрываются бурбоновые тона более ярче. Но это очень часто происходит с виски бурбоновой выдержки, что при оксидизации ярче начинается проявляться бурбоновый профиль. Вкус. Едкий, резкий, грубый, горький, сладковато-горелый, жженое сухое сено, резиновость от оборудования или, может быть, от хереса, легкая. Вообще есть какие-то опять привкусы такого вот крафтового винокурения, так скажем, я его так назову. И, кстати говоря, есть медные тона, очень довольно яркие как раз таки. Из хороших новостей, что присутствует довольно яркая бурбоновая составляющая. Есть такой травянисто-цветочно-медовый сладковатый профиль. Вообще в целом по всему вкусу. Финиш резиновость. Жженая трава опять. Горечь жженой соломы. Очень сильная причем. Кислое эхо браги на задних частях неба. Пожалуй, дымность. Дымность тоже есть. И еще в ретро-назальном выхлопе стоит отметить такой вареный, свежевареный кофе. И не сам кофе, а вот мокрая кофейная масса. Выводы. Виски очень сильно разбалансирован по всему профилю. Все время все гуляет. Постоянно идут со всех сторон офф-ноуты. То есть это оборудование, это резиновость, это горелая горькая трава по всему профилю. И вкус, и аромат, и финиш. Однако на этом виске не стоит ставить крест. Ставлю я ему 73 балла.
Я думаю, что ему подойдет и наверняка поможет длительная выдержка в десяток-15 лет в какой-нибудь хорошей бурбоновой бочке. И через лет 10, наверное, мы увидим что-нибудь уже такое серьезное и интересное. В целом это отличный калибровочный образец для сессий клуба Double Drum, которые проводят с винокурами, которые дегустируют релизы наших винокуров и берут для этого специальный калибровочный образец. Так вот, этот образец, он прям шикарно подходит для этих сессий. Кто не в курсе об этих сессиях, посмотрите Азбуку Винокура, канал Азбука Винокура ТВ. Этот виски я не рекомендую как питьевой, но на мой взгляд он вообще не питьевой. Для любителей вкусного виски тоже абсолютно нет смысла тратить на него такие деньги. Это более чем интересный образец для наших винокуров. Хотя бы некий такой стандарт, который стоит того, чтобы к нему стремились. Вот так скажем. Из плюсов обязательно стоит отметить уникальность и интересность. Это прямой нагрев, это вересковая просушка, это присутствие все-таки бурбонового профиля, есть какая-то сладость, цветочность. Еще из плюсов стоит отметить приличную крепость 49,6 градусов, отсутствие холодной фильтрации, как утверждает виски Бейс, еще и натуральный цвет, хотя в натуральный цвет верится с трудом. Так, я забыл добавить воды, как обычно, это уже становится доброй традицией. Добавим ложечку воды, это 2 пипетки вот таких. Ну, знаете, такую соломенную горечь вообще трудно чем-то улучшить. Ну, аромат вроде улучшился. Немножко водички усиливает в целом всю вкусоароматику. Наверное, кстати, улучшает немного. Водички можно добавить. Итак, заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей, ценителей, дегустаторов. Просто для интересующихся крепкими алкогольными напитками, бокальчики, стаканчики, пипетки, воронки, джиггеры, аксессуары для хранения, кувшинчики. Shop Drum of Spirit, ссылка сейчас перед вами на экране. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока! Хеймини хей рёв. Самое да, как может как